Привет! В этом видео я вам покажу 8 нестандартных способов использования Canvas при работе либо для работы с ChatGPT. И первое, что мы можем сделать при работе с Canvas, это отправить ему нашу существующую публикацию и попросить Canvas либо ChatGPT отредактировать нашу публикацию таким образом, чтобы она, например, набирала большее количество комментариев. То есть мы не просим его заново с нуля сгенерировать нам какой-то пост, какую-то публикацию. Мы, например, сами написали публикацию, написали пост для той же телеги, и мы просто отправляем ее в Canvas и смотрим, что можно и как можно отредактировать этот пост, эту публикацию для того, чтобы она, например, набрала большее количество репостов, большее количество лайков, большее количество комментариев, то есть неважно. Значит, смотрите, что нам необходимо сделать. Во-первых, да, мы прописываем в ChatGPT следующий промпт. Помести эту публикацию Instagram в Canvas. Я всегда пишу Canvas отдельно, потому что он иногда бывает не срабатывает, и даже несмотря на то, что мы выбираем ChatGPT 4o, with Canvas, он все равно отправляет, он все равно просто, соответственно, пишет нам пост, либо редактирует его в основном окне ChatGPT. Поэтому ко всем своим промптам я в основном добавляю вот эту вот фразу Canvas, и тогда 100% он будет работать в этом редакторе. Значит, смотрите, мне необходимо сейчас выбрать какой-нибудь свой пост. Я возьму пост не из Инсты, а из одного из своих телеграм-каналов. Значит, я беру пост и просто говорю, что мне необходимо, чтобы ты переместил, соответственно, этот пост в Canvas. И сейчас он, по идее, должен сработать. Да, вот он сработал и переместил, соответственно, мою публикацию, мой пост в Canvas. И здесь уже я могу как бы редактировать этот пост и работать с ним. То есть у нас все те же функции доступны, то есть мы можем сюда добавить эмоджи, можем попросить предложить изменения, но я сейчас этими базовыми функциями пользоваться не буду. Значит, моя основная задача сделать так, чтобы этот пост, который написал, там, предположим, я сам, я хочу, чтобы этот пост набрал большее количество комментариев. То есть я сейчас спрашиваю у ChatGPT, у искусственного интеллекта, что мне необходимо сделать для того, чтобы эта публикация вызывала больше эмоций у людей, и люди, соответственно, с большей вероятностью начали писать какие-то комментарии. Могу написать, что мне необходимы какие-то негативные комментарии. Значит, смотрите, вот он опубликовал наш пост. Что мы делаем? Мы сюда вставляем следующий промпт. Хоть этот пост написан для Telegram, но я все же возьму более популярную площадку Instagram. То есть я ChatGPT говорю, что мне необходимо, соответственно, подредактировать, то есть провести изменения с этим постом. И смотрите, он уже приступил к редактированию этого поста для того, чтобы этот пост не то, что там вызвал большее количество эмоций, а чтобы он набрал большее количество комментариев. И смотрите, что он сделал. То есть он изменил теперь нам пост. Я, наверное, сравнивать уже сейчас не буду. Значит, он изменил мой пост. И смотрите, он мне рассказал, что он добавил, соответственно, в этот пост. Он добавил вопросы, чтобы побудить читателей к комментированию и поделиться своим опытом. Это поможет увеличить вовлеченность и количество комментариев. Если у вас есть другие идеи, давайте обсудим. То есть, смотрите, он не отредактировал, соответственно, этот пост таким образом, чтобы этот пост вызывал большее количество комментариев. Дальше я его прошу, то есть я не совсем понял, что он изменил. Я хочу, например, сравнить ту версию, которую он сделал, со своей версией. Я его прошу, напиши списком все изменения, которые ты провел с текстом. И он мне пишет, что он добавил вопросы для читателей после описания ситуации. А как вы поступили в такой ситуации? Напишите в комментариях. Вы бы рискнули или нашли обходной путь? Этот вопрос побуждает пользователя поделиться своими мыслями. То есть, видите, он не просто мне там изменил порядок слов, он не просто мне изменил сам текст, он мне еще подробно рассказал, то есть мы его можем попросить подробно рассказать, что ты конкретно сделал, для того, чтобы понимать, это устраивает нас, либо это не устраивает нас. И эта функция, на мой взгляд, позволяет очень как бы круто работать с текстом и изменять его в то направление, которое нам необходимо. Второе. Если мы продолжаем работать с нашим текстом и нас все еще, например, не устраивает результат, либо мы выгрузили наш текст в ChatGPT, Canvas, например, нам не хватает какого-то дополнительного примера. То есть мы хотим попросить ChatGPT на основе вот этого вот текста написать какой-то пример, который будет органически вписываться в этот текст.
Что мы делаем? Мы, соответственно, чат GPT пишем. То есть мы не используем его стандартные функции, которые есть в правом углу. Мы используем именно чат GPT для того, чтобы попросить его адекватный пример, который бы подошел по этому тексту. Например, с каким-то крупным брендом. Мы его просим, напиши, какой пример с крупным брендом можно добавить в этот текст, чтобы людям было лучше понятен смысл и основная идея текста. И он нам расписывает, что я добавил пример с компанией Netflix, чтобы лучше пояснить идею адаптации в бизнесе. Это поможет сделать сообщение более наглядным, понятным для аудитории. Если нужно что-то еще изменить, он нам, то есть дайте мне знать. И он, соответственно, органически на основе нашего текста вписывает пример, который отлично демонстрирует ту идею, тот смысл, я сейчас не помню про что этот пост, если честно, ту идею, тот смысл, который я, как автор, хотел передать в этом посте. Вот он добавил пример. Например, вспомните компанию Netflix. Когда они только начинали, они занимались прокатом DVD, но когда стало очевидно, что будущее за стримингом, они адаптировались и трансформировали свою бизнес-модель. В то время их конкуренты, такие как Blockbuster, упорно придерживались старых методов. Netflix нашел новый путь и стал лидером в индустрии. То есть он прочитал наш текст и на основе нашего текста добавил органический пример. Почему необходимо добавлять примеры в свои тексты? Потому что примеры, они делают текст живым, и люди на примерах могут понять, о чем, то есть люди сейчас читают тексты одним местом, и, соответственно, когда нет примеров, то до людей сложнее доходит. Здесь яркий, простой пример с достаточно известной в мире компанией, который адаптирует, соответственно, этот текст, который добавляет идею в этот текст. Также я могу, например, если мне пример не понравился, я просто могу выделить и сказать: измени, пожалуйста, этот пример, либо добавить другой пример, не менее заезженный пример, потому что, это достаточно банальный пример, но тем не менее, то есть мы можем написать какой-то текст и на основе нашего текста попросить чат GPT сгенерировать нам пример, и он органически добавит этот пример в наш текст. Это очень удобно. Следующая функция чат GPT, которую я также рекомендую использовать, это упрощение текста. То есть мы помним, вот если у нас есть чат GPT Canvas, у нас есть справа в нижнем углу возможность, вариант выбрать уровень, соответственно, сложности текста. И мы, например, читаем какие-то данные. И вот, например, у меня есть сложный файл, где достаточно таким сложным языком профессорским выделена какая-то информация, я хотел бы разобраться, что, соответственно, с этим файлом делать, как понять этот файл. Что я делаю? Я, например, могу скопировать какую-то часть текста. Давайте, какую главу возьмем? Давайте 6-ю главу возьмем. Здесь достаточно много таблиц, глава по аналитике. И скопируем полностью 6-ю главу этого текста. Копируем весь текст, вставляем и предварительно расписываем, что открой этот текст в Canvas. И, соответственно, сейчас он, по идее, должен перевести, видите, он даже таблицы вводит, которые мы в него добавили, вот в таком вот виде, он все это вводит и, грубо говоря, полностью переписывает наш текст, который мы в него ввели, вот эти данные, которые мы скопировали с этого файла, и добавляет это все в Canvas. И теперь у нас появился вот этот вот текст, который мы скопировали, и с этим текстом сейчас мы можем работать. Мы можем его перевести на русский язык для начала. И, соответственно, он сейчас переводит этот текст на русский язык. Очень удобно. То есть, если вам нужна какая-то документация, вы сюда скидываете и начинаете с этим текстом уже непосредственно работать. Хорошо, он перевел текст на русский язык, и дальше мы уже ознакомливаемся с документацией. Но, например, когда во время чтения поняли, что какой-то раздел мы не поняли. То есть, мы выделяем этот раздел и, соответственно, просим, например, искусственный интеллект, в данном случае чат GPT, понизить текущий уровень чтения этого текста. То есть мы его хотим, чтобы он например, главу, этот параграф, он написал как для детского сада. Смотрите, нас интересует, может ли использовать различные стратегии выравнивания для мультимодального взаимодействия, способствовать различным поведениям мультимодаль COT.
И, соответственно, он сейчас выделяет этот текст и переписывает его так, чтобы даже человек, который переписывает его более легким языком, наверное, лучше так сказать. Мы хотим узнать, могут ли разные способы соединения текста и картинок помочь сделать, соответственно, лучше. Для этого мы попробовали другой способ соединения, который использует текст и картинки вместе. То есть, видите, он сложный абзац, который мы, может быть, где-то не поняли, с которым мы где-то не разобрались. Он его переводит на достаточно простой вид, в простой вид. И уровень освоения вот таким образом материала, она, как бы повышается. На мой взгляд, это очень круто, когда мы можем выгрузить вот таким образом весь текст и попросить то, что мы не понимаем, попросить чат GPT исправить и не просто там подробнее, да, можно, конечно, попросить его, расскажи подробнее, там, с другой стороны, сделай какие-то более-менее там простые примеры, но мы здесь буквально в один клик просто понизили уровень текста до детского сада, и, соответственно, чат GPT нам все это делает буквально в несколько секунд. Даже если мы пишем какие-то, например, сложные тексты, и мы понимаем, что этот текст, наверное, для человека будет сложен, он его не сможет там полностью понять, не сможет разобраться. Мы понижаем уровень донесения информации с помощью искусственного интеллекта вот буквально там в один клик. Следующий вариант работы с Canva. Смотрите, например, у нас есть изображение, и мы хотим, чтобы он на основе этого изображения, это изображение я скачал где-то с Midjourney, чтобы он на основе этого изображения сгенерировал нам полноценный пост, например, для нашего там телеграм-канала, либо может быть для нашей инсты, либо может быть для нашего блога в интернете. То есть я ему задаю следующий промпт. Создай блог-пост, который использует эту картинку в качестве отправной точки. Основная тема этого блог-поста должна быть о применении искусственного интеллекта для креативного мышления. Я хочу переплести элементы этой картинки и использовать их в качестве вдохновения для создания этого блога. Проведи работу в InCanvas. Проведи работу InCanvas. Значит, мы отправляем этот запрос в чат GPT, и теперь он проанализирует, соответственно, эту картинку. И на основе этой картинки он напишет нам полноценный пост для, соответственно, нашего блога, где будут вот переплетены вот эти вот основные идеи, да, люди куда-то идут, и, соответственно, та идея, с которой мы ему закидываем. Смотрите, иногда креативность приходит к нам в момент, когда мы меньше всего этого ожидаем. Этот снимок, где группа людей идет через лес, освещенный золотыми лучами заходящего солнца, служит ярким примером того, как природа вдохновляет и побуждает новые идеи. Это тихий практически момент, который заставляет нас двигаться в одиночку и прокладывать весь свой путь. То есть он просто взял ту картинку, то изображение, которое мы ему отправили. Мы можем сфотографировать там что угодно и попросить на основе этого изображение переплести смысл какого-то поста с той идеей, которую, соответственно, мы до него хотим донести. И, на мой взгляд, это очень круто работает. Просто вы хотите поделиться каким-то снимком, и этот снимок вы хотите соотнести, например, с вашим текстом, с вашим постом, и при этом затронуть ту тему, которую вы затрагиваете, ведете в своем блоге. Чат GPT буквально вот за несколько секунд вы InCanvas создаст вам такой пост. Здесь также можно в дальнейшем там поработать с этим текстом. Если мы будем использовать там пост для инсты, то мы можем просто скопировать, либо какие-то дополнительные примеры ввести, что-то добавить в этот текст. А можем добавить какие-то смысловые части, разделить этот пост на смысловые части и закинуть этот пост в свой блог, либо на какой-нибудь ресурс, где вы можете публиковать свои посты. Для этого необходимо, например, попросить у чат GPT, чтобы он придумал нам какой-то цепляющий заголовок для этого текста. Вот, соответственно, он ему придумал заголовок. Но заголовок я бы все же написал в самое начало и, соответственно, добавил его сюда. И выделил в один клик, сказал, что это заголовок будет этого текста. То есть таким образом мы можем подкорректировать текст и сделать из него вот уже полноценный пост, полноценную статью для нашего блога, либо для наших социальных сетей.
Сразу скажу, что все промпты, которые вы видите в этом видео, либо в других видео, я использую со своего телеграм-канала. У нас есть телеграм-канал, ссылка находится под этим видео. Обязательно перейдите, посмотрите там все подробности, вся информация о нашем телеграм-канале. Здесь есть больше 250 различных образов для ChatGPT. Здесь есть больше 10 тысяч различных промптов для искусственного интеллекта, для ChatGPT, для Claude, неважно, да, какой искусственный интеллект вы используете. Здесь есть все материалы, плюс большое количество видеоуроков, образов для работы с ChatGPT. Поэтому обязательно перейдите в телеграм-канал, ссылка находится под этим видео, регистрируйтесь и получайте доступ к огромной базе знаний. Следующее, например, мы хотим добавить свой текст, давайте продолжим работать с этим текстом, добавить в этот текст какие-то ссылки на, либо взять, добавить какую-то информацию с других источников, с других ресурсов. Что мы делаем? Мы, например, ChatGPT можем отправить вот здесь вот ссылку на сайт, либо на статью и попросить, соответственно, в наш пост добавить какие-то интересные либо примеры, которые взяты, соответственно, с этой статьи. Мы его просим: прочти этот пост и добавь в мой текст наиболее подходящие примеры с этой страницы. Не забудь добавить ссылки на источники. И теперь он анализирует, соответственно, эту страницу, вот, которую мы ему скинули, и он ищет более-менее интересные примеры, которые можно добавить, соответственно, в наш текст, для того, чтобы его улучшить, для того, чтобы показать, да, что мы пользуемся, например, несколькими источниками, либо мы прочли какую-то статью, нас так она зацепила, но мы не можем эту статью адаптировать со своим текстом. Мы ChatGPT, соответственно, отправляем такую фразу, что тебе необходимо прочитать этот пост, прочитать мой пост и в мой текст добавить, соответственно, интересные примеры, которые наиболее бы подходили к тексту этого поста. И, соответственно, он уже здесь добавил несколько примеров. Значит, эта фотография также символизирует коллективный процесс, где креативные люди идут вместе, вдохновляют друг друга. И, соответственно, второй пример. Также он рассказал, что источник, откуда он брал эту информацию, он ссылается вот на эту статью. Я взял первую попавшуюся статью, если честно, в качестве примера. И, соответственно, адаптировал он эту статью, этот текст для нашего поста. Мне кажется, круто, когда мы можем в свой текст добавлять различные источники с других статей, и этот текст уже как бы имеет больше вес. Конечно, в социальных сетях, когда мы такое будем размещать, мы не сможем дать ссылку на источник. Но если, например, это будет текст для нашего блога, то ссылка на источник позволит людям показать, что мы работали над этой статьей, над этим текстом, а не просто взяли ее где-то с интернета, либо придумали все сами. Нет, здесь уже источники. В качестве примеров приведен определенный текст, который мы взяли с определенных источников. Это сразу же повышает уровень доверия к вашему тексту. Следующее, что мы можем сделать, это отправить ChatGPT определенные файлы. Например, я отправлю статистику своего YouTube-канала и попрошу ChatGPT провести анализ этих данных и предоставить мне полный отчет с разбивками по предложению контента для достижения успеха, соответственно, моего YouTube-канала. Значит, я ему отправляю отчет, который я буквально там некоторое время назад выгрузил с своего YouTube канала и прошу ChatGPT, соответственно, проработать с этим отчетом. Вот он перешел в Canvas, и он дает мне данные по моему YouTube каналу за последние 28 дней. Я напоминаю, что вы можете со своего YouTube канала выгрузить отчеты, YouTube предоставляет, соответственно, все данные, и попросить, соответственно, ChatGPT таким образом сгенерировать и как бы проработать над этим отчетом. Особенно если вы фрилансер, занимаетесь продвижением YouTube каналов, например, и вас заказчик ваш попросил отчет за последние там 90 дней, 28 дней, и этот отчет вы вполне можете сгенерировать с помощью искусственного интеллекта. То есть вам необходимо просто загрузить 3 файла, и ChatGPT последующего происходило. Значит, общая динамика
просмотров. И также, например, вот он добавил рекомендации по улучшению контента. За последние 28 дней канал получил всего столько-то просмотров. Собрав столько-то часов времени просмотров, прибыли от монетизации практически ничего не было, потому что у меня российский канал, а сейчас монетизация в России отключена. Также было привлечено 394 новых подписчиков. Я за последние 28 дней контент не публиковал. Соответственно, вот 394 подписчика пришло с предыдущего контента. Анализ результативности. Наиболее успешное видео. Реакция «Учим язык с ChatGPT» промпт. Это, по-моему, был Reels, либо Shorts. Это видео получило столько-то показов с коэффициентом CTR 2,44%. Анализ CTR. Показатель CTR для значков видео в среднем составляет почти 6%. Однако отмечается, что некоторые видео имеют более низкий CTR, что указывает на необходимость улучшения заголовков и обложек видео. Рекомендации по улучшениям. Улучшите начало видео, первые 30 секунд, создать захватывающее вступление может увеличить вовлеченность зрителей и пользовательские показатели. Усиленная оптимизация CTR, то есть он нам дает рекомендации, что необходимо сделать для того, чтобы наш YouTube канал, то есть мой в данном случае YouTube канал мои видео набирали большее количество просмотров, и я это сделал, просто выгрузив данные отчета от Google, от YouTube, там отчеты вот они представлены вот в таких вот таблицах, и здесь он мне все расписал, что мне необходимо сделать. Мне кажется, очень удобно. Я также могу продолжить работать с этим отчетом или попросить ChatGPT там сгенерировать мне какие-то таблицы для того, чтобы более наглядно видеть работы с этим отчетом. То есть мы можем его попросить сгенерировать какую-нибудь диаграмму для того, чтобы эту диаграмму в будущем вставить в отчет и, соответственно, распечатать ее и принести своим заказчикам. Следующее, что мы можем делать с нашим текстом ChatGPT, я опять ему говорю, что мне необходимо перенести мой текст в Canvas, то есть это пост из моего телеграм-канала, и я бы хотел, например, то есть у меня есть пост в моем телеграм-канале, я бы хотел немного отредактировать этот пост. Например, меня немного не устраивает, соответственно, вот эта часть в моем тексте. Я что делаю? Я выбираю эту часть и прошу ChatGPT усилить эту часть. И теперь он мне, соответственно, переписывает то, что было написано мной, таким образом, чтобы это выглядело немного как бы сильнее в плане текста. Также мы можем провести, например, полный анализ своего текста. Я это показывал уже в предыдущем своем видео про Canvas. То есть мы ему скинули тексты, и ChatGPT дает нам рекомендации, что необходимо сделать для того, чтобы этот текст выглядел лучше. То есть он говорит, что, скорее всего, необходимо подправить заголовок, подумайте о том, чтобы перефразировать текст, чтобы сделать его более кратким, сохранив при этом яркие образы. Это поможет улучшить поток и читабельность. Ну, давайте посмотрим, что он нам предложит. Когда я начинал делать что-то в первую очередь, когда я начинаю, представляю себя полным новичком, который ничего не понимает в маркетинге, продвижении, с большим желанием попробовать учиться. То есть он выделяет нам какие-то моменты в нашем тексте, которые, по его мнению, можно усилить. И мы просто усиливаем, улучшаем те моменты и можем просто провести тестирование, то есть разместить этот пост в один период, а потом через определенный период времени снова разместить этот пост, либо поставить его в свою рассылку для того, чтобы посмотреть на изменения, больше ли получил этот текст, получил этот пост, больше ли количество вовлечений. Следующее, что мы можем, это изменить, например, какой-то раздел этого текста в зависимости от уровня чтения. Например, мы сами понимаем, что мы написали этот текст слишком сложно. Мы просим ChatGPT понизить уровень чтения этого текста на среднюю, например, школу. Давайте выберем. И, соответственно, он изменяет теперь наш текст, пишет его более простыми словами. Особенно это касается большое количество экспертов, которые пишут слишком сложные тексты для понимания своей целевой аудитории. Потому что люди иногда пишут текст, такое ощущение, что не для своей целевой аудитории, а именно для других экспертов.
а потом удивляются, почему их тексты люди не понимают, потому что они написаны слишком сложным языком. И ChatGPT вот в один клик поможет вам исправить эту проблему. Мне кажется, это удобно. И последнее, что я бы хотел показать, это пользовательские инструкции. Я уже снимал отдельное видео про эту тему, но при работе с Canvas пользовательские инструкции, они просто загораются как бы новыми возможностями. Смотрите, все, что нам необходимо сделать, это ввести пользовательские инструкции для того, чтобы в данный момент ChatGPT принимал тот образ, который нам необходим. Например, вы там маркетолог, и вы хотите, чтобы ChatGPT усиливал ваши тексты не просто как искусственный интеллект, не просто как ChatGPT, а именно как эксперт, например, в маркетинге, либо эксперт по определенному направлению в маркетинге. Например, видеомаркетинг-специалист, то есть специалист, который специализируется именно на видеомаркетинге. Для этого необходимо в ChatGPT ввести пользовательские инструкции. У нас также в телеграм-канале, ссылка находится все так же под этим видео, есть больше 250 различных образов для ChatGPT. И благодаря этим образом мы можем выбрать, не знаю, вот там того же маркетингового специалиста, либо вот специалиста по фитнесу и ввести в него специальный промпт, который позволит ChatGPT быть в том образе, который нам необходим в данный момент. Но это еще не все. То есть мы не только можем его ввести в образ, который нам необходим, мы также можем ChatGPT заранее подготовить к тому формату ответа, который нам необходим. Я думаю, вы заметили в этом видео, что я постоянно обращался к ChatGPT для того, чтобы он открывал именно Canvas. Но я могу эту информацию забить уже непосредственно в пользовательских инструкциях, что ты должен всегда открывать Canvas и выделять жирным шрифтом добавленные ключевые слова. Либо я хочу, чтобы он в данный момент был именно тем, кто будет корректировать мои тексты для не социальных сетей, а, например, для моего блога, чтобы он выделял ключевые слова, либо чтобы он делал описание к этому ролику. Я также буду делать, кстати, с помощью Canvas. Можете почитать описание, что он там написал. И, соответственно, чтобы это все не писать по несколько раз, мы можем ему в пользовательских инструкциях расписать его шаги, которые он будет выполнять при работе, соответственно, с нами в данный период времени. И дальше у вас будет собираться большое количество пользовательских инструкций, которые вы будете просто вводить один раз в ChatGPT и дальше работать с тем направлением, которое вам необходим. Также говорю еще раз, у нас есть большая база для работы с пользовательскими инструкциями, для работы с ChatGPT, и вам достаточно просто здесь в телеграм-канале вбить ту нишу, то направление для работы с ChatGPT, скопировать нужную пользовательскую инструкцию и уже работать непосредственно с ChatGPT так, как вам необходимо. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте мне нравится под этим видео. С вами был Игорь Зуевич. Смотрите другие мои видео. Используйте искусственный интеллект. Пока.